В сегодняшнем видео мы разберем, что такое отраженный свет, где его можно увидеть и как его грамотно рисовать. Один из самых ярких примеров отраженного света — это свет Луны. Когда мы на нее смотрим, мы видим не собственный свет Луны, а свет, отраженный от Солнца. Отраженный свет всегда слабее основного источника света, и видим мы его в тенях. Именно он окрашивает тени в разные цвета. Для того, чтобы понять, какими должны быть эти цвета, разберем несколько принципов. Самый большой после Солнца источник света — это небо. Небо отражает солнечный свет, и мы можем увидеть его в голубых тенях. Небо находится сверху, поэтому тени, которые находятся на горизонтальных поверхностях, развернутых к небу, как правило, более холодные. Обратите внимание, что этот эффект проявляется только в тенях. Свет Солнца гораздо ярче, чем свет неба, поэтому он просто не позволяет увидеть голубой свет в освещенных участках. А вот участки, которые закрыты от Солнца, как, например, здесь деревом, окрашиваются в голубые цвета. Вторым по распространенности, если можно так сказать, источником отраженного света является Земля. Солнечный свет, отражаясь от Земли, окрашивает тени на предметах, которые развернуты к Земле, в более теплые оттенки. Поэтому, как правило, тени на стволах деревьев, стенах домов ближе к Земле более теплые. Особенность отраженного света в том, что он быстро теряет силу при удалении от предмета. Поэтому достаточно яркие изменения в цвете тени мы видим ближе к предмету, а по мере удаления от него они становятся слабее. В этом примере с персиками мы близко к персикам видим оранжеватый оттенок в тенях, отраженный свет от самих персиков, а дальше тени окрашиваются в голубой. Это уже отраженный свет неба, более сильного источника света. Сила отраженного света напрямую зависит от основного источника света. Поэтому в ясную погоду или при ярком жестком источнике основного света мы видим ярко выраженный эффект изменения цвета в тенях. При более пасмурной погоде или мягком освещении этот эффект не так выражен. Сравните эту картину с предыдущей. Здесь свет более мягкий и тени более глухих, серых, не таких ярких цветов, как были на предыдущей. Все предметы так или иначе являются источниками отраженного света в большей или меньшей степени. Этот эффект особенно интересно наблюдать в городском пейзаже. Цвет теней на вертикальных поверхностях, таких как стены домов, можно рассчитать по формуле: собственный цвет предмета и сумма всех отраженных источников света. Например, под козырьком у оранжевого стола мы видим отраженный свет от этого самого стола. В камнях дорожки голубой свет неба. А стена дома слева, находящаяся в тени, более теплая, потому что в ней частично отражается свет от противоположного дома. С 19 октября на моем канале Boosty и Patreon будет доступен видеоурок, на котором мы нарисуем городской пейзаж, который вы видите на экранах. Здесь много разных источников света, которые дают интересные красивые цвета, и мы еще раз подробно поговорим об этой теме. Делитесь этим видео с друзьями, которые также любят рисовать. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если еще этого не сделали. Если у вас остались вопросы по теме отраженного света, пишите в комментариях и обязательно отвечу. До встречи в следующих видео. Пока-пока.